приехали с Сашей на новый пляж, называется Доха Sands. Недалеко находится от Вест-Бэй пляжа, в этой же линии по факту. Но здесь прикольный. Почище как-то, чуть меньше людей. А лежаки такие прям как кровати. Очень клево. Короче, нам тут нравится. Классно. Более Да, спокойно, чем друзья на нам Вест-Бэй. дали ваучеры, они живут в отеле. Дали ваучеры, сюда мы прошли по ваучерам. А так, я даже не знаю, сколько может вход стоить сюда. Может, реал 50. На West Bay 35, да, по-моему? Если Сюда не может подорожало. 50. Может быть, дороже здесь, может, 70 каких. Интересно. Здесь вот катаются на такой штуке. Сейчас я поверну, покажу. Вот чуваки на такой штуке катаются. Я бы тоже катался на такой. Да не, я думаю, меньше. Класс. В общем, друзья, приезжайте в Доху, сейчас прям классный сезон. Погода шикарная, вода шикарная. Пляж хороший, тоже советую его, потому что все как-то пиарят West Bay Beach. Здесь прикольный. Можно покататься на этом водном мотоцикле. Что ты осознала за эти последние, за эти крайние 5-6 месяцев? 6-й месяц уже практически в На самом Катаре. деле, Ловила какую-то депрессию и... ничего не поменялось пока. Депрессия минимальная есть, но по другому поводу. Так, по локации здесь. Сейчас, наоборот, кайфово становится. Нормализуется погода, уже не так жарко, можно куда-то выходить гулять. Единственное, что раздражает, конечно, это когда ты живешь здесь долго, банально вечером некуда выйти погулять. Приедаются локации уже, да? Известны. Есть куда, очень много красивых мест. Но, возможно, мы просто их не знаем пока. Нет, почему? Мы почти во всех локациях побывали, во многих. Масштабных. Масштабных, да. По заведениям. Тут много заведений, Просто но не так, как в Беларуси, не походишь по заведениям. Ты выбираешь прям тщательно, потому что здесь достаточно дорого. Ходишь по заведениям, где только есть Urban Point, например, либо Ladies Night, чтобы хоть как-то сэкономить. Девочкам здесь кайфово, потому что во много всех где. заведениях есть Ladies Night, Да. здорово. Но, например, если идти вот вдвоем в какое-то заведение, затестить его, покушать, это, долларов 100, наверное, даже больше. На одного. Да. Причем выпить нормально. выпить, например, какой-то бокал вина, не знаю, там 2. Что-то покушать, блюдо. десерт какой-то взять. Да, $100 в хорошем заведении это будет стоить. А так в целом можно и где-то у нас на районе в этих египетских, индусских ресторанах покушать Тоже за очень 20 реал, вкусно, на 30. самом деле, да. Я приносил вот эту курицу, которая она египетская, Вкусно. 19 реал. Вкусно? Да. Если бы ее подали в каком-то крутом ресторане, в хорошем месте, она бы не стоила 19, а стоила бы там 90. Локации здесь, Конечно, еще да. цены такие, потому что в основном здесь все рестораны хорошие, возле моря, Да. с красивым видом, поэтому и прайс такой. И дорожает, кстати, в Катаре. Вот я заметил, что и на продукты дорожают. Там уже на Вот мы процентов манго 20. покупали неделю назад, было 8 реал, уже 11. Да. И в ресторанах, в кафе тоже дорожают цены. Инфляция, все дает о себе знать. На самом деле еще, вот мне так кажется, было бы в Катаре жить идеально, если бы у тебя был какой-то минимальный бизнес хотя бы, и твой доход составляет у одного человека, например, $5000, у второго 5. Да. Жизнь в Дохе ощущалась бы по-другому, потому что у тебя открывается больше дорог, больше возможностей. Банально даже вот покататься на этом джетике, это будет стоить долларов 100 где-то. 100 полчаса, да. Есть вот эти серф-доски, это все тоже примерно за такую же цену, да? Что именно? Серф-доски вот эти. Да, я думаю, плюс-минус, да. В отелях каких-то можно оставаться, делать себе такой мини-уикенд, например, на сутки снять номер в отеле. Слушай, вот, кстати, вот как ты же уже общаешься, там, комьюнити какие-то, там, девчонки русскоязычные, вот как еще, помимо вот этих Ladies Days, Ladies Nights, проводить экспатам время здесь? Все девочки, с которыми я общаюсь, ходят на пилатес каждый день. Пилатес, йога — это хоть какое-то, наверное, такое занятие минимальное здесь. Находят себе какое-то хобби. Вот все девочки, с которыми я общаюсь, все находят какое-то себе хобби. Очень многие занимаются здесь теннисом, либо падл. Падл здесь вообще просто супер распространен, но там нужно играть от 4 человек. И достаточно дорогой вид спорта, на самом деле. Либо теннис, но теннис тоже это супер дорого, потому что
Тренер здесь стоит тоже соответствующий, корт, аренда ракеток и так далее. Ну, достаточно дорогой вид спорта. Ну, как и везде, наверное, теннис. Вот. То есть все, что связано с какими-то женскими штучками, тот же пилатес, например. Но Ну, в это целом, в как основном, наверное, английский. для девушек, там, женщин, которые не работают Почему? там 5 через 2 в офисе, которые приехали с мужьями, так как ты, например, кто-то чем-то там занимается, возможно, на стороне, у которых больше свободного времени, и они не знают, куда его девать, например, и вот ходят на всякие Нет, такие штуки. почему? Наоборот, девушки, которые приезжают одни, им больше нечего здесь делать, допустим, в единственный даже выходной или после работы. Да, вот кто меня смотрит из Катара, накидайте вообще в комментах вариантов, чем вы занимаетесь в свободное время, как вы проводите его, куда-то ходите или дома сидите, или там какие-то у вас хобби, развлечения. Накидайте, будет интересно почитать, посмотреть. У Ну, тебя изменились, кстати, какие-то привычки после переезда в Катар? Что ты заметила, начала что-то делать иначе? на самом деле нет, наверное. Я думаю, что нет. Готовить мужу. Я ждал этого. Вошла в привычку. Ну как такому мишке красивому не готовить? Ну, в общем, у нас так просто нестандартная ситуация. Я думаю, кто нас смотрит, знает. То есть мы поженились и сразу переехали, получается. То есть я здесь уже в Катаре жил, и Сашу привез сюда. И мы строим жизнь, получается, уже в другой стране, за границей. И, возможно, это другой опыт, нежели если бы мы у себя на родине были. Да? Да, конечно, 100%. Это, с одной стороны, какой-то вызов, потому что приходится подстраиваться под У реалии тебя сразу нынешнего. выход из двух зон комфорта. Да, выход из двух зон комфорта, получается, за границей ты живешь, а Саша приехала вообще типа без работы, Без знания изначально без английского. знания английского, сейчас уже все намного лучше. Вот, но сам факт. В общем, да, такая выход из зоны комфорта, и, ну, я думаю, нас это закалило, и Да, 100%. Вот Никита, например, даже говорит, что я уже стала более самостоятельная в плане... Он уже не боится даже меня в какую-то другую страну отправлять. Он знает, что я в аэропорту точно что-то смогу спросить и узнать, что проблем не возникнет. да, Саша стала более самостоятельна, и поездки за границу дают о себе знать. Ты становишься более таким раскрепощенным и более самостоятельным. Так что, кто меня спрашивал, стоит ехать, не стоит за границу, по поводу Катара ничего не буду советовать, тут сугубо все лично, индивидуально. На какую-то обычную работу, а-ля там в отеле работать за $1000, 1500 я бы не советовал, наверное. Ну, может, если для кого-то это первый опыт за границей, после университета, может быть. Я бы рассматривал какие-то другие варианты. Вот. А в целом, если есть возможность поехать даже там студентам за границу на лето поработать, кто-то там, я знаю, ездит клубнику собирать где-то там в Англии или в Германии, там где-то подрабатывают тоже на полях каких-то, на фермах. Я считаю, это прикольный опыт. Есть компании, которые этим занимаются. Я бы советовал по-любому. И своему ребенку, если бы меня спросил, и в такой ситуации оказалось, что он бы захотел поехать работать, ну, я бы не отказывал. Я бы Вот. только... Это прикольно. подпихнула. Особенно если парень, то 100% надо. девушка, наверное, может быть страшновато. Да, в целом, если ты хочешь, мне кажется, поменять что-то в своей жизни, это вот номер один. Что Да, я бы да, советовала сменить поменять. локацию, посмотреть, как живут другие, поднабраться опыта. Вот. Это прикольно. Ну, плюс какой-то капитал стартовый. У нас все-таки, наверное, в наших странах, в Беларуси, в частности, на обычной работе вряд ли ты, если ты хочешь заниматься в дальнейшем каким-то делом, то с большей вероятностью ты капитал сколотишь быстрее здесь, за границей, нежели у нас в стране, в Беларуси. Друзья, офигенная погода в октябре в Катаре. Советую всем приезжать. Вообще прям супер. Вода, парное молоко. Температура воздуха классная. Так что, кому надо, пишите мне в инсте. Организуем для вас тут туры, найдем гида. У меня есть куча знакомств. Так что не стесняйтесь, пишите, подписывайтесь тоже на канал. Кстати, очень много без подписки смотрят. Меня это мотивирует для вас снимать больше. Мы купили классную камеру, чтобы контент стал еще качественнее, еще лучше. Так что подписывайтесь. Нас это мотивирует.